Глава 16. Отчаяние. Юноша мельком взглянул на пурпурно-золотой значок, затем перевел взгляд на Юйцы с едва заметной улыбкой. Вижу, у вас знак принятия в секту Холодного Пламени. Давно ходят слухи, что вы первая красавица города Яркого Света, и, признаюсь, эти слухи не безосновательны. Уверенность Юйцы возросла от того, что юноша узнал значок в ее руке, и она заявила: «Мне все равно, кто вы, покиньте поместье Юй сию же секунду. В противном случае вы наживете себе врага в лице секты Холодного Пламени. 3 старейшины семьи Юй изначально планировали не вмешиваться в противостояние, но этот поворот событий воодушевил их. В сердцах выживших членов семьи Юй также затеплилась надежда. Увидев это, юноша внезапно расхохотался. «Должен ли я бояться секты Холодного Пламени? Как ты смеешь смотреть свысока на секту Холодного Пламени?» С яростью обвинила Юйцы. «У вас всего лишь знак принятия, так что вы даже не официальный ученик секты Холодного Пламени. Даже если бы вы были им, думаете, это меня остановило бы». Холодная улыбка появилась на лице юноши, когда он перевернул руку, чтобы показать черный значок размером с тот, что был в руке Юйцы. На его поверхности красовался серебряный череп. Увидев это, Юйцы остолбенела. Это знак внутреннего двора секты Небесного Призрака. Вы из секты Небесного Призрака. Секта Небесного Призрака стоит наравне с сектой Холодного Пламени. 3 старейшины семьи Юй резко вздохнули и обменялись взглядами, прежде чем погрузиться в молчание. В голове Юйцы, казалось, что-то прояснилось, и румянец вернулся на ее лицо, когда она заявила: «Даже если вы ученик секты Небесного Призрака, не забывайте, что секта Холодного Пламени принадлежит процветающей нации. Вы пытаетесь развязать войну между двумя сектами своими действиями. При обычных обстоятельствах я бы сказал, что вы правы, но боюсь, что вы глубоко заблуждаетесь», — возразил юноша с презрительной усмешкой. Услышав это, Юйцы слегка запнулась. «Позвольте мне просветить вас. Секта Холодного Пламени уже потерпела поражение в состязании с нашей сектой и передала право над процветающей нацией, так что теперь вся нация принадлежит нашей секте Небесного Призрака», — с жестокой улыбкой сообщил юноша. Услышав это, Юйцы, словно пораженная молнией, застыла на месте. 3 старейшины семьи Юй также были ошеломлены этим откровением и рефлекторно отступили назад, чтобы увеличить расстояние между собой и выжившими членами семьи Юй. Все из семьи Юй были еще больше разочарованы этим, и их сердца полностью упали. Они мало что знали о мире культиваторов, но из этого разговора они поняли, что это не сулит им ничего хорошего. «Кстати, я забыл упомянуть еще кое-что, уверен, вас очень заинтересует», — продолжил молодой человек, его зловещая улыбка стала шире. Сердце Юйцы дрогнуло, услышав это, и она знала, что впереди могут быть только плохие новости, но все же не могла не спросить: «Что же?» Некоторые чиновники императорского двора процветающей нации посмели противостоять приказам нашей секты Небесного Призрака, и им было предъявлено обвинение в измене. Вчера все они были публично обезглавлены в столице, и, насколько я помню, среди них был премьер-министр Юй, а также его 2 сына, которые также служили под его началом», — сказал молодой человек, глядя прямо в глаза Юйцы. Зрение Юйцы на мгновение потемнело, когда она услышала это, и она упала на землю, а значок в ее руке выскользнул из ее хватки. Все остальные из семьи Юй также погрузились еще глубже в пучину отчаяния, услышав это, и несколько женщин не смогли больше сдерживаться и разразились слезами. Всего мгновение назад они были уважаемыми членами семьи премьер-министра Юй, почитаемыми простым народом со своих высоких насестов в верхних эшелонах общества, но внезапно им сказали, что их нация была завоевана, премьер-министр был обезглавлен, и они скоро последуют за ним. Отчаяние на лице Юйцы вызвало на лице молодого человека садистское удовольствие, и его щеки покраснели от волнения, когда он захохотал, как сумасшедший. Больше всего он любил ввергать других в пучину отчаяния, прежде чем увидеть их выражение лиц на пике их беспомощности. Как только его хохот утих, румянец на его щеках постепенно исчез, и он холодным голосом приказал: «Убейте всех, но оставьте юную госпожу в живых». Фигуры в черных костюмах немедленно дали утвердительные ответы, прежде чем приблизиться к выжившим членам семьи Юй с жестокими ухмылками. К этому моменту 3 старейшины уже отошли в сторону, опустив головы, по-видимому, ожидая возможности сбежать. Молодой человек был очень доволен, увидев это, и не пытался их остановить. Одна из фигур в черном костюме подошла к молодому человеку и сказала с льстивым выражением лица: «У вас исключительный глаз, молодой господин Ци». Эта женщина не обладает базой в культивации, но она уже получила знак принятия от секты Холодного Пламени, а это значит, что она должна обладать приличными способностями к совершенствованию. Она была бы идеальным партнером для двойного культивирования для вас. Молодой человек снова расхохотался, услышав это. Юйцы вздрогнула, когда проблеск ясности вернулся в ее глаза, и на ее лице появилось решительное выражение. Одним быстрым движением она выхватила кинжал из-за пояса, прежде чем яростно вонзить его себе в сердце.
Улыбка молодого человека застыла, когда он увидел это, явно не ожидая, что она будет такой пылкой и непреклонной, и было уже слишком поздно ее останавливать. Внезапно резкий порыв ветра просвистел в воздухе, прежде чем ударить по кинжалу в руке Юйцы, мгновенно отправив его в полет, прежде чем он с грохотом упал на землю. Еще несколько резких порывов ветра пронеслись по воздуху, устремившись к фигурам в черном, которые собирались убить выживших из семьи Юй. Раздалась череда мучительных воплей, и резкие порывы ветра были настолько сильны, что фигуры в черном, в которые они попали, мгновенно взлетели в воздух, и изо рта у них хлынула кровь. Все их товарищи немедленно остановились с встревоженными выражениями лиц. «Кто там?» — спросил молодой человек, повернувшись к проему неподалеку. Все остальные тоже повернулись в том же направлении, и раздался звук шагов, когда несколько фигур медленно появились, оказавшись никем иными, как Хань Ли и его группой. Молодой человек пристально посмотрел на группу сквозь прищуренные глаза, но его взгляд задержался на Хань Ли лишь на мгновение, прежде чем он быстро перевел свое внимание на даосского мастера белого камня. «Даосский мастер Белый камень, даосский мастер Белый камень, спасите нас!» Выжившие из семьи Юй уже ждали смерти в состоянии полного отчаяния, но прибытие даосского мастера Белого камня вселило в них новую надежду, и они отчаянно умоляли его вмешаться. Юная госпожа Сяо не обратила внимания на находившихся поблизости фигур в черном и бросилась к Юйци, прежде чем помочь ей подняться на ноги. «Сяо!» Юйци бросила сложный взгляд на даосского мастера Белого камня. Даосский мастер Белый камень был культиватором стадии формирования ядра, но то же самое относилось и к даосскому мастеру Красной мантии, и он был легко убит молодым человеком, поэтому даосский мастер Белый камень, скорее всего, тоже не был ему равней. Внезапно ее взгляд упал на Хань Ли. Его внешность ничуть не изменилась, но его глаза больше не были пустыми, и он излучал удивительное спокойствие, учитывая ситуацию, в которой он находился. «Так вы даосский мастер Белый камень. Я бы посоветовал вам не совать свой нос в чужие дела, если вы цените свою жизнь», — сказал молодой человек, повернувшись к даосскому мастеру Белого камня. Из его тела исходил черный свет, когда он выпустил поток огромного давления. Те резкие порывы ветра только что были невероятно мощными, но у них не было формы, и это было похоже на то, как если бы они возникли из воздуха. Молодой человек понятия не имел, как были порождены эти резкие порывы ветра, поэтому он довольно настороженно относился к даосскому мастеру Белого камня и высвобождал свое духовное давление для устрашения. Даосский мастер Белый камень вздрогнул, и в его глазах мелькнул страх. Духовное давление, высвобождаемое молодым человеком, уже находилось на средней стадии формирования ядра, в то время как он был всего лишь культиватором ранней стадии формирования ядра, поэтому он не был равней молодому человеку. Помня об этом, он не мог не обратить свой взгляд на Хань Ли. Он был свидетелем того, что произошло ранее, поэтому знал, что эти резкие порывы ветра были созданы не более чем несколькими небрежными щелчками пальцев Хань Ли. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, и он ничего не сказал. Сердце даосского мастера Белого камня слегка упало, когда он увидел это, и он немедленно принял решение, шагнув вперед праведным образом, когда он закричал: «Я старейшина поместья Юй, как я могу просто стоять и смотреть, пока вы тут бесчинствуете? Вы, наглые ублюдки, должны быть наказаны за гнусные поступки, которые вы здесь совершили». На лице молодого человека появилось жестокое выражение, когда он услышал это. «Хорошо. Если у тебя есть желание умереть, то я убью тебя вместе со всеми остальными». Как только его голос затих, он поднял руку, и его белое костяное лезвие выстрелило прямо в даосского мастера Белого камня. В то же время он сделал серию печати руками, и из костяного лезвия вырвалось обширное белое сияние. В белом сиянии появились ряды белых черепов, и непрестанно раздавался хор призрачных воплей. Глава 17. Убийство. Осторожно, даосский мастер Белый камень. Даосский мастер Красная мантия погиб от этого самого оружия. Громко предупредила Юйци. Даосский мастер Белый камень и так был сильно встревожен силой, заключенной в костяном клинке, и его выражение лица резко изменилось, когда он услышал это. Его первым инстинктом было бежать с места происшествия, но в присутствии Хань Ли у него не было выбора, кроме как стиснуть зубы, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить свой змеевидный летающий меч. Затем он быстро сделал печать рукой, и меч начал светиться черным светом, обвиваясь вокруг костяного клинка, как черный питон. Холодная улыбка появилась на лице молодого человека, когда он сделал последовательно несколько ручных печатей, прежде чем указать пальцем вперед, и свет, исходящий от костяного клинка, стал еще ярче, когда он яростно прорезал воздух. Раздался глухой удар от змеевидного летающего меча, и он разлетелся на несколько кусков, которые упали с воздуха. Даосский мастер Белый камень поспешно поднял руку, чтобы выпустить круглый лазурный щит, который занял место летающего меча. Свет, исходящий от костяного клинка, слегка потускнел, но его сила ничуть не уменьшилась, когда он с огромной силой ударил по лазурному щиту.
На этот раз лазурный щит смог оказать некоторое сопротивление, но в конце концов все равно был расколот пополам. Костяной клинок на мгновение остановился, прежде чем снова ярко засветился, продолжая мчаться к даосскому мастеру белого камня. Даосский мастер белый камень был сильно встревожен, увидев это, и он нырнул за Хань Ли в ту долю секунды, когда костяной клинок был остановлен лазурным щитом. В прошлом, даже если бы он не был равнее молодому человеку, он все равно смог бы оказать достойное сопротивление. Однако все его самые могущественные сокровища были уничтожены во время его столкновения с Хань Ли, поэтому он был совершенно бессилен остановить костяной клинок. В мгновение эка костяной клинок появился перед Хань Ли, прежде чем продолжить движение с невероятной скоростью, стремясь пронзить тело Хань Ли и даосского мастера белого камня на уровне талии. «Старший Хань!» В панике воскликнул даосский мастер белый камень. Хань Ли оставался спокойным, как и всегда, когда он поднял руку, и из его ладони вспыхнул золотой свет, когда он молниеносно протянул руку, в то время как на его коже появилась серия золотых чешуек. Раздался громкий лязг, и свет, исходящий от костяного клинка, полностью исчез, как и призрачные вопли, которые непрестанно раздавались. Что касается самого костяного клинка, то он попал в руки Хань Ли и непрестанно извивался и бился, как маленькая рыбка, но не мог вырваться. Невозможно, глаза молодого человека расширились от недоверия, и он не мог поверить увиденному. Костяной клинок казался довольно обычным, но это была копия небесного призрачного клинка, самого могущественного сокровища секты Небесного Призрака, и он был изготовлен для него с использованием огромного количества драгоценных материалов старшими членами его семьи. Это был настолько грозный артефакт, что даже культиваторы поздней стадии формирования ядра изо всех сил пытались противостоять его силе, но Хань Ли поймал его голыми руками. Все остальные на месте происшествия тоже смотрели с изумленными выражениями лиц. Юй Ци была так же потрясена, как и все вокруг нее, и она смотрела на Хань Ли с очарованием и намеком на восхищение в глазах. Даосский мастер Белый Камень тоже смотрел на Хань Ли с отвисшей челюстью. Он знал, что есть хороший шанс, что Хань Ли сможет остановить костяной клинок, но он не думал, что Хань Ли сможет схватить его с такой нелепой легкостью. Помня об этом, он не мог не задаться вопросом, насколько могущественен Хань Ли. В то же время он считал себя довольно удачливым. Ему было ясно, что если бы Хань Ли не сдерживался во время их столкновения, то он был бы уже мертв. В отличие от всех остальных, глаза Люлиэр были полны волнения, и она ничуть не удивилась. В ее глазах ее брат Камень был воплощением непобедимости, поэтому это проявление силы было для нее ожидаемым. «Прошло очень много времени с тех пор, как я имел дело с таким низкосортным сокровищем», сказал Хань Ли, равнодушно взглянув на костяной клинок в своей руке, а затем резко сжал его пальцами. Костяной клинок был мгновенно раздавлен в его руке с глухим хрустом, рассыпавшись на землю, как пятнышки серого света. Нет, лицо молодого человека мгновенно побледнело, и он изрыгнул полный рот крови. Этот клинок был его связанным сокровищем, и для него его уничтожение было сродни отрубанию руки. «Я заставлю тебя заплатить своей жизнью за уничтожение моего сокровища». Взгляд злобной обиды появился в глазах молодого человека, когда он сделал ручную печать и издал громоподобный рев. Вокруг него поднялись потоки черной ци, в мгновение эка образовав чернильно-черное облако, внутри которого были бесчисленные нечеткие призрачные тени. Сразу же после этого он трижды подряд силой ударил ладонью по собственной груди, высвободив 3 глотка кровяной эссенции. С каждым глотком кровяной эссенции, который выделялся, его лицо немного бледнело, и к тому времени, как все 3 глотка кровяной эссенции были изгнаны, он уже выглядел бледным, как простыня. Высвобожденная кровяная эссенция мгновенно разбухла, образуя обширное пространство плотного кровавого тумана, который слился с черным облаком. Черное облако мгновенно стало красным, как кровь, и оно яростно забурлило, увеличившись в несколько раз. Нечеткие призрачные тени внутри него также стали в несколько раз более существенными, когда они испустили леденящие душу вопли. Затем молодой человек шагнул вперед и бесследно исчез в кровавом облаке. Все это произошло в мгновение эка, и в тот момент, когда появилось кровавое облако, температура во всем дворе резко упала, как будто вся территория погрузилась в ледяную яму. Даже культиватор уровня даосского мастера белого камня не мог не содрогнуться от холода, и он поспешно вызвал нефритовый кулон сокровища, который выпустил белый световой барьер, чтобы охватить и себя, и Люлиэр, а затем отступил. Фигуры в черных костюмах во дворе, а также 3 старейшины и выжившие члены семьи Юй неконтролируемо дрожали от леденящего холода. Люлиэр только на мгновение почувствовала пронизывающий холод, прежде чем ощущение замерзания было немедленно снято белым световым барьером. Она обернулась и обнаружила, что даосский мастер Белый Камень оказался рядом с ней и что белый световой барьер был создан нефритовым кулоном, который он вызвал. При виде удивленного взгляда Люлиэр даосский мастер Белый Камень немедленно одарил ее льстивой улыбкой, а затем отступил на расстояние более 30 метров вместе с ней. Странное выражение появилось на лице Хань Ли, когда он устремил свой взгляд на кровавое облако в небе, и он внезапно ударил кулаком в определенном направлении.
Слабая призрачная тень вылетела из воздуха и испустила мучительный вопль, прежде чем взорваться облаком серого тумана. Однако как раз в этот момент из-под ног Хань Ли вырвались несколько черных цепей, похожих на гнездо злобных плюющихся гадюк, мгновенно туго связав все его тело. Сразу же после этого рядом бесшумно появился мужчина в серой мантии, сцепив руки в ручную печать. Это был тот самый мужчина в серой мантии, который сопровождал молодого человека еще в городе яркого света. Аура, которую он излучал, была даже выше, чем у молодого человека, и все его тело было заключено в черную призрачную тень. Казалось, будто они слились воедино, а его тело также приняло полупрозрачное состояние, выглядя так, будто могло в любой момент раствориться в воздухе. «Ты пришел как раз вовремя, старший боевой брат Фань. Давай убьем этого ублюдка вместе». Из кровавого облака раздался хихикающий голос молодого человека, а затем раздались песнопения. Мгновенно поднялись порывы яростного ветра, и кровавое облако хлынуло на Хань Ли, как гигантская волна. Хань Ли оставался совершенно бесстрастным, стоя неподвижно на месте, позволяя кровавому облаку поглотить его в одно мгновение. У призрачных теней внутри кровавого облака был кровожадный взгляд, и они непрестанно выли, обнажая свои угрожающие клыки, выглядя так, будто хотели разорвать Хань Ли на куски. Молодой человек был в восторге, увидев это. Все эти кровавые души были усовершенствованы с использованием специальной секретной техники, что делало их чрезвычайно трудными для убийства. Любой, кто попал бы к ним, был бы бессилен сбежать и измотан до смерти. Мужчина в серой мантии был весьма удивлен тем, что скрытая призрачная сущность, которой он управлял, была обнаружена Хань Ли, но затем на его лице быстро появилась жестокая улыбка, когда он сказал: «Кем бы ты ни был, ты заплатишь своей жизнью за то, что противостоял нашей секте Небесного Призрака». Сразу же после этого он в одно мгновение появился прямо над Хань Ли, а затем резко опустил ладони вниз. Из воздуха появились пара гигантских черных призрачных когтей с зеленым светом, вращающимся вокруг кончиков когтей, и они испускали зловоние, указывая на то, что они несли смертельный яд. Два огромных когтя яростно ринулись вниз, и Люлиэр немедленно бросилась к Хань Ли, не обращая внимания на свою собственную безопасность. Даосский мастер Белый Камень поспешно оттащил ее назад с встревоженным выражением лица. «Стой!» С непостижимыми силами старшего Ханя я уверен, что он найдет способ вырваться на свободу. Несмотря на то, что он говорил, он тоже чувствовал себя довольно неловко. На месте происшествия появился еще один могущественный враг. Этот, казалось, был еще более грозным, чем первый, и он не знал, сможет ли Хань Ли на самом деле противостоять им. Вдалеке трое старейшин и выжившие члены семьи Юй смотрели, затаив дыхание, надеясь вопреки увиденному, что их неожиданный спаситель сможет справиться с текущим положением. Хань Ли оставался совершенно невозмутимым ситуацией, в которой он находился, и из его тела внезапно раздалась череда глухих тресков. В то же время он внезапно резко увеличился в размерах, а на его коже появился слой золотых чешуек. Легким пожатием плеч черные цепи вокруг него мгновенно разлетелись на куски. Затем он резко ударил кулаками, выпуская плотную стену золотых кулачных снарядов, которые извергались во всех направлениях, как свирепый шторм. Как только черные призрачные когти соприкоснулись с золотыми кулачными снарядами, они мгновенно разлетелись вдребезги и рассыпались в прах. Мужчина в серой мантии тоже был поражен бесчисленными кулачными снарядами посреди встревоженного крика, который был быстро прерван. Черная призрачная тень вокруг него была немедленно уничтожена, и его отбросило, как тряпичную куклу, прежде чем он с силой рухнул на землю. К тому времени, как он пришел в себя, все его тело было ничем иным, как ужасной массой изуродованной плоти и крови. Его тело и душа были мгновенно уничтожены, и он был по-настоящему мертв. В то же время все кровавое облако и все призрачные тени внутри него также были полностью стерты золотыми кулачными снарядами, насильно обнажив молодого человека. В этот момент он был полностью прикован к месту, но в тот момент, когда он встретил ледяной и холодный взгляд Хань Ли, он немедленно вздрогнул, прежде чем сделать ручную печать, после чего из его тела хлынуло огромное черное облако, и он умчался вдаль так быстро, как только мог. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это, и он глубоко вдохнул, прежде чем резко выдохнуть. Из его рта вырвался поток белого света, в одно мгновение пронзив черное облако. Раздался леденящий кровь крик, и черное облако внезапно распалось, после чего молодой человек упал с неба, получив дыру в голове. Во всем дворе воцарилась полная тишина. Он — культиватор меча. Слабым голосом воскликнул кто-то. Глава 18. Просьба. Не прошло и 3 секунд с момента появления мужчины в серой мантии до того мгновения, как Хань Ли убил обоих своих противников. Два, казалось бы, непобедимых культиватора стадии формирования ядра поли в мгновение К, и все во дворе, включая фигуры в черных костюмах и всех из семьи Юй, были совершенно ошеломлены. Особенно поразил их поток белого света, который Хань Ли выпустил изо рта. Он был слишком быстр, чтобы его можно было проследить невооруженным глазом,
и он убил молодого человека в одно мгновение, хотя тот уже далеко убежал с места происшествия. Кроме того, утверждение, что Хань Ли был культиватором меча, полностью ошеломило все фигуры в черных костюмах, и они не осмелились оставаться дольше, когда вызвали свои магические инструменты и отчаянно пытались бежать с места происшествия. В царстве духовной сферы культиватора меча могли легко сокрушать других культиваторов того же уровня. Кроме того, летающие мечи были чрезвычайно быстрыми и могли убить в одно мгновение, поэтому, если они не уйдут сейчас, будет слишком поздно. Духовный свет всех разных цветов быстро появлялся во дворе, когда около дюжины летающих сокровищ одновременно поднялись в воздух, прежде чем разлететься в разных направлениях. Хань Ли даже не удосужился взглянуть на этих людей. Вместо этого он устремил свой взгляд на тело молодого человека, и он поднял бровь, когда на его лице появилось задумчивое выражение. Все выжившие члены семьи Юй обменялись серией озадаченных взглядов, и никто не осмелился ничего сказать. Что касается 3 старейшин, то они даже не осмеливались дышать слишком громко, опасаясь привлечь внимание Хань Ли. Тем временем даосский мастер Белый Камень украдкой взглянул на Хань Ли, и после недолгого колебания внезапно взмахнул правой рукой в сторону одного из убегающих культиваторов в черных костюмах. Его рукав слегка вздулся, после чего длинная золотая веревка вылетела, как гадюка, выпрыгнувшая из своей пещеры, а затем что-то зацепило в воздухе, прежде чем быстро полететь обратно. Худощавый культиватор в черном был оттащен назад из воздуха золотой веревкой, и он был полностью связан, когда рухнул на землю перед Хань Ли. Культиватор в черном костюме не обратил внимания на боль от падения с такой высоты, когда он немедленно умолял: «Пощадите». Хань Ли проигнорировал культиватора в черном перед собой, когда он повернулся к даосскому мастеру Белого Камня, прежде чем спросить: «Ты знаешь об этой секте Небесного Призрака?» Даосский мастер Белый Камень взглянул на Юй Ци, а затем осторожно ответил: «Секта Небесного Призрака и секта Холодного Пламени считаются одними из самых могущественных сект в царстве духовной сферы». Хань Ли кивнул в ответ, а затем повернулся к мужчине в черном костюме. Сколько человек секта Небесного Призрака послала в город яркого света, культиватор в черном с трудом сел и поспешно ответил: «Насколько мне известно, это только те люди, которых сегодня послали в поместье Юй». Как только его голос затих, он почувствовал, как по всему его телу пробежал леденящий душу холодок, как будто он погрузился в ледяную яму. Высокий и внушительный молодой человек перед ним внезапно посмотрел на него невероятно холодным взглядом. Его чернильно-черные зрачки, казалось, внезапно стали бесконечно огромными, превратившись в пару бездонных черных воронок, и если бы он осмелился даже подумать о том, чтобы солгать, его бы немедленно затянуло внутрь. Это чувство длилось всего мгновение, прежде чем исчезнуть, но все же заставило все тонкие волоски на всем его теле встать дыбом, а спина была полностью покрыта холодным потом. Культиватор в черном костюме хотел опуститься на колени и поклониться Хань Ли, но он не смог этого сделать, так как был связан золотой веревкой, поэтому он мог только опустить голову в знак подчинения. «Вы должны мне поверить, старший. Я говорю правду, мы всего лишь ученики внешнего двора секты, которым было приказано отправиться на эту миссию в поместье премьер-министра. Что касается того, есть ли в городе другие ученики нашей секты, то я этого действительно не знаю. Чьи приказы ты выполняешь?» «Его», — спросил Хань Ли, указывая на тело молодого человека неподалеку. «Да. Его звали Ци Минхао, и он был учеником внутреннего двора нашей секты. Он обладал исключительными способностями к совершенствованию, поэтому его очень высоко ценили в нашей секте. Вдобавок ко всему, один из его двоюродных дедушек является старейшиной нашей секты, и это еще больше укрепило его положение, поэтому мы не осмелились отказаться от его приказов. Если бы мы знали, что поместье Юй находится под вашей защитой, мы бы никогда не осмелились ступить сюда», — жалобным голосом сказал культиватор в черном. К этому моменту Юй Ци уже подошла к фигуре в черном костюме, и в ее глазах стояли слезы, когда она спросила: «Ци Минхао говорил правду?» «Мой отец и братья, ученики внешнего двора, такие как я, не имели права участвовать в том, что произошло в столице, но, судя по тому, что я слышал, ситуация очень похожа на ту, что описал Юй Минхао», испуганно ответив. Юй Ци закрыла глаза, услышав это, и слезы быстро потекли по ее щекам. Еще один всхлип раздался от женщин и детей среди выживших членов семьи Юй. Мгновение спустя Юй Ци снова открыла глаза, прежде чем спросить с болезненным выражением лица: «Если ваша секта Небесного Призрака уже захватила процветающую нацию, то просто захватите контроль над существующей императорской семьей. Почему вы настаиваете на уничтожении нашей семьи Юй? Это устоявшаяся практика в нашей секте. Чтобы получить полный контроль над процветающей нацией, императорская семья, связанная с сектой Холодного Пламени, и все семьи чиновников, служивших в прошлой императорской семье, должны быть убиты, и семья Юй попадает под эту категорию». Внезапно культиватору в черном костюме, казалось, что-то пришло в голову, и его голос начал дрожать от страха, когда он продолжил: «Пожалуйста, простите меня за отступление от темы, но старейшина Ци из нашей секты известен тем, что защищает своих младших, поэтому он определенно будет преследовать всех причастных к смерти своего внучатого племянника.
Даже ученики внешнего двора, такие как я, которые сопровождали его в этой миссии, наверняка будут убиты. Все выжившие из семьи Юй пришли в ужас, услышав это, а выражение лиц 3 старейшин также стало чрезвычайно мрачным. К этому моменту изящный и царственный фасад второго молодого господина семьи Юй был полностью сорван, а его лицо было покрыто слезами, грязью и кровью, когда он умолял всхлипывающим голосом: «Мы не можем больше терять здесь время, сестра. Мы должны немедленно покинуть это место. У тебя есть мастер в секте Холодного Пламени, не так ли? Давай пойдем к ней, я уверен, она примет нас». Юй Ци не обратила на него внимания, когда подняла руку, прежде чем вытереть слезы рукавом. Затем она направилась к Хань Ли, Люлиер и даосскому мастеру Белого Камня, прежде чем почтительно поклониться. «Спасибо, что спасли нам жизнь». Хань Ли не ответил и принял ее жест благодарности. Даосский мастер Белый Камень тоже промолчал, лишь кивнув в ответ. Сестра Ци, семья Люлиер, тоже погибла при ужасных обстоятельствах, поэтому она могла сочувствовать Юй Ци. Она хотела сказать что-нибудь, чтобы утешить ее, но не знала, что сказать, поэтому ее голос затих в тишине. Юй Ци слегка кивнула ей и выдавила на своем лице слабую улыбку. После этого горе и уныние в ее глазах постепенно исчезли, и на ее лице появилось стойкое и непреклонное выражение. Хотя она все еще была в своем женском наряде, это было похоже на то, как будто она превратилась из юной госпожи семьи Юй в молодого господина, которым она иногда притворялась. Она подняла кинжал, который Хань Ли выбил из ее руки ранее, а затем в одно мгновение злобно вонзила его в грудь культиватору в черном костюме. «Нет. Пощадите», — раздался леденящий душу вопль, когда кинжал вонзился по самую рукоять. Культиватор в черном рухнул в лужу собственной крови и несколько раз судорожно дернулся, прежде чем затихнуть. Выжившие из семьи Юй не могли не обменяться несколькими встревоженными взглядами, увидев это. К этому моменту осталось всего около дюжины членов семьи Юй, и Юй Ци повернулась к ним с решительным выражением лица, когда она заявила: «Поместье Юй пало. Даже с сектой Холодного Пламени в качестве нашей опоры мы не сможем оправиться от этого в ближайшее время. Все члены нашей семьи Юй должны пойти со мной в секту Холодного Пламени. Что касается всех остальных, если вы больше не хотите следовать за мной, вы можете взять немного денег из кладовой и уйти». Выжившие члены семьи Юй были в ужасе и совершенно не знали, что делать, но когда Юй Ци взяла ситуацию под контроль, они постепенно успокоились, и всхлипывания, доносившиеся от женщин и детей, медленно стихли. Хань Ли был весьма впечатлен этим, и он повернулся к Юй Ци с оттенком одобрения в глазах. Затем Юй Ци устремила свой взгляд на 3 старейшин и продолжила: «Старейшины, вы рисковали своими жизнями, чтобы защитить нас, и словами не выразить мою благодарность. Если вы хотите уйти, вы можете выбрать несколько сокровищ в нашем поместье, чтобы взять их с собой. Однако, если вы готовы продолжать защищать нас в нашем путешествии в секту Холодного Пламени, то я обязательно предложу вам дальнейшую компенсацию в будущем». 3 старейшины обменялись несколькими нерешительными взглядами, услышав это, и все они, казалось, ждали, когда Хань Ли и даосский мастер Белый Камень сначала примут свои решения. Юй Ци взглянула на Хань Ли, и она сразу поняла, о чем думают 3 старейшины. Помня об этом, она немедленно направилась к Хань Ли, прежде чем сделать реверанс. «Брат Лю, я почти ничего о вас не знаю, но мне ясно, что ваши силы превосходят то, что я могу себе представить. Обычные сокровища, скорее всего, совершенно не понравятся вам, поэтому единственное, что я могу вам предложить, это жемчужина сущности дракона, которая передавалась в нашей семье из поколения в поколение. Я готова предложить вам это сокровище в качестве компенсации, если вы сопроводите нас в секту Холодного Пламени», сказала Юй Ци, глядя прямо в глаза Хань Ли с искренним выражением лица. Намек на жадность появился в глазах даосского мастера Белого Камня, когда он услышал упоминание о жемчужине сущности дракона, но затем он украдкой взглянул на Хань Ли, и все коварные мысли в его голове немедленно исчезли. «Ты сошла с ума, сестра? Как ты можешь предложить ему нашу жемчужину сущности дракона?» Встревоженно воскликнул второй молодой господин семьи Юй. Юй Ци даже не удосужилась взглянуть на своего брата, продолжая смотреть прямо на Хань Ли. Поместье Юй уже исчезло. Что такое простая жемчужина сущности дракона по сравнению с этим? Если вы готовы принять мое предложение, я могу немедленно принести вам сокровища из нашего секретного хранилища. Что вы скажете, брат Лю? Глава 19. Внучатый племянник. Жемчужины сущности дракона способны помочь культиваторам стадии формирования ядра прорваться через узкие места совершенствования, так что это действительно замечательное сокровище, но оно мне не нужно, поэтому боюсь, что я должен отказаться», ответил Хань Ли, покачав головой. Выражение лица Юй Ци слегка изменилось, когда она услышала это, но она все еще не была готова сдаваться. «Если у вас есть какие-либо другие требования, не стесняйтесь их заявлять.
Пока это не что-то совершенно недостижимое для меня, я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить вашу просьбу. Я действительно в долгу перед вами за то, что вы помогли мне пробудиться от моего прежнего состояния, но я только что предотвратил ваше самоубийство и убил для вас тех двух культиваторов стадии формирования ядра из секты Небесного Призрака, так что, конечно, я уже сделал достаточно, чтобы вернуть долг. При обычных обстоятельствах, возможно, я был бы готов сопровождать вас, но я только что проснулся, и у меня есть свои собственные проблемы, которые нужно решить, поэтому боюсь, что у меня не будет времени, чтобы сопровождать вас в путешествии в секту Холодного Пламени», — ответил Хань Ли. Юй Ци была расстроена, услышав это, но она все еще цеплялась за последнюю надежду, когда повернулась к Люлиэр с умоляющим взглядом. Люлиэр не могла вынести ее унылого вида и с нерешительным выражением лица потянула Хань Ли за рукав. Хань Ли, естественно, понимал, о чем она думает, и он нежно похлопал ее по голове, а затем устремил свой взгляд в определенном направлении за пределами двора, сказав спокойным голосом: «Будьте уверены, даже если меня не будет с вами, будут другие, кто защитит вас в вашем путешествии в секту Холодного Пламени». Юй Ци слегка замешкалась, услышав это, явно не понимая, на что намекает Хань Ли. Как раз в этот момент вдали появились несколько фигур. Юй Ци и другие выжившие из семьи Юй были весьма встревожены этим и немедленно повернулись в том направлении. Даосский мастер Белый Камень и 3 старейшины также снова вызвали свои магические инструменты. Вскоре после этого несколько предметов пролетели по воздуху, будучи брошенными во двор снаружи, прежде чем приземлиться на землю. Предметы некоторое время покатились, прежде чем остановиться, оказавшись скоплением человеческих голов. Головы принадлежали фигурам в черных костюмах, которые ранее бежали с места происшествия, и их лица были искажены шоком и ужасом. Все были очень напуганы этим, и Люлиэр рефлекторно сжала рукав Хань Ли. Однако выражение лица Хань Ли оставалось спокойным, как и всегда, когда он устремил свой взгляд в определенном направлении. Там белая фигура внезапно появилась посреди вспышки белого света, а затем опустилась во двор, развиваясь одеждами. Это была высокая женщина, одетая в белое, которой на вид было около 30, и было ясно видно, что 10 лет назад она была бы ошеломляющей красавицей. Она держала в руках длинный черный меч и излучала острую и опасную ауру, которую редко можно увидеть у женщин. «Учитель!» — радостно воскликнула Юй Ци, прежде чем броситься к женщине. «Я так рада, что ты в безопасности, Мэнхан». Женщина схватила Юй Ци за руку, когда она нежно погладила ее по волосам, и ее выражение лица слегка смягчилось, когда в ее глазах появился любящий взгляд. Реакция Юй Ци на прибытие женщины ясно дала понять, что она не враг, и все выжившие члены семьи Юй коллективно вздохнули с облегчением. В то же время даосский мастер Белый Камень и 3 старейшины заметили небольшой узор в виде пламени, вышитый на рукавах женщины, узор, идентичный тому, что был изображен на значке, который Юй Ци вытащила ранее, и на их лицах немедленно появилось уважительное выражение. Люлиэр, казалось, довольно сильно боялась этой женщины, и она спряталась за Хань Ли, крепко схватившись за его рукав. Хань Ли знал, о чем она беспокоится, и нежным голосом утешил ее: «Не волнуйся, я здесь». Люлиэр была успокоена этим и кивнула в ответ. «Почему ты здесь, учитель?» — спросила Юй Мэнхан, сдерживая слезы. «Я получила известие, что секта Небесного Призрака собирается напасть на поместье Юй, поэтому я немедленно отправилась сюда из секты, но по пути меня перехватила секта Небесного Призрака, поэтому я задержалась». «Слава богу, я не слишком опоздала», — с любовью сказала женщина. Юй Мэнхан подвела своего учителя к Хань Ли и остальным, прежде чем представить всех, уделив особое внимание представлению Хань Ли. «Только благодаря нашим старейшинам и брату Лю здесь нам удалось выжить. Все — это мой учитель. Госпожа, эти 4 — старейшины нашего поместья Юй, а это Люши. Он победил 2 культиваторов стадии формирования ядра из секты Небесного Призрака и сыграл решающую роль в спасении всех нас». Даосский мастер Белый Камень и старейшины поспешно почтительно поприветствовали женщину. Хань Ли не стал утруждать себя такими формальностями и улыбнулся, повернувшись к Юй Мэнхан. «У меня еще не было возможности сказать тебе это, но на самом деле меня зовут Хань Ли. Люши — это всего лишь прозвище, которое я принял». Юй Мэнхан слегка замялась, услышав это, а затем ответила с улыбкой: «Понятно. Я Гоу Юньюэ из секты Холодного Пламени. Спасибо, что спасли жизнь моей ученицы, товарищ Даос Хань. Могу я спросить, к какой секте вы принадлежите?» — спросила женщина с безразличным выражением лица, пристально глядя на Хань Ли и остальных. Перед ее испытующим взглядом даосский мастер Белый Камень и остальные чувствовали, как будто их кожу колют острыми иглами, и это только усиливало трепет и почтение, которые они испытывали к этой женщине. Взгляд Гоу Юньюэ лишь на мгновение задержался на таких, как даосский мастер Белый Камень и Люлиэр, прежде чем остановиться на Хань Ли, и безразличное выражение ее лица мгновенно сменилось оттенком настороженности. Аура Хань Ли была чрезвычайно необъятной,
и она не могла разглядеть его даже своим духовным чутьем, что ее довольно беспокоило. «Я не принадлежу ни к одной секте, я просто бродячий культиватор. Я вмешался только потому, что был в долгу перед юной госпожой Юй, и я просто возвращал свой долг», ответил Хань Ли со спокойным выражением лица. С его могущественным духовным чутьем он, естественно, мог разглядеть женщину в одно мгновение и обнаружил, что она была культиватором средней стадии зарождающейся души. Понятно, Гоу Юньюэ была довольно удивлена, услышав это. Тот факт, что он смог убить 2 культиваторов стадии формирования ядра, ясно указывал на то, что он сам был довольно могущественным культиватором, но среди бродячих культиваторов было очень мало культиваторов стадии зарождающейся души или выше. Гоу Юньюэ видела, что Хань Ли не желает разглашать никакой дальнейшей информации, поэтому она кивнула ему, а затем повернулась к Юй Мэнхан. «Процветающая нация теперь принадлежит секте Небесного Призрака, поэтому мы не можем здесь задерживаться. Мы должны немедленно уйти». Выжившие из семьи Юй стремились убраться отсюда, и все они были в восторге, услышав это. «Подождите минутку, учитель, я хочу кое-что вам показать», внезапно сказала Юй Мэнхан, а затем подвела Гоу Юньюэ к телу Ци Минхао. «Это Ци Минхао. Почему он здесь?» спросила Гоу Юньюэ с удивленным выражением лица. Сердце Юй Мэнхан слегка дрогнуло при виде реакции Гоу Юньюэ, и она спросила: «Значит, ты тоже его узнаешь, учитель?» Его двоюродный дедушка действительно старейшина секты Небесного Призрака, совершенно верно. Его двоюродный дедушка, Ци Сюань, является старейшиной секты Небесного Призрака, и он уже на стадии божественной трансформации. Вдобавок ко всему, он чрезвычайно опекает своих младших, и если он узнает, что его внучатый племянник был убит, он определенно не оставит это просто так, сказала Гоу Юньюэ. Выражение лица Юй Мэнхан резко изменилось, когда она услышала это, и даосский мастер Белый Камень с остальными тоже пришли в ужас. Культиваторы стадии божественной трансформации превосходили даже культиваторов стадии зарождающейся души, и культиватор такого уровня мог легко стереть их с лица земли, даже не пошевелив пальцем. «Кто убил Ци Минхао?» спросила Гоу Юньюэ, и ее взгляд уже блуждал в сторону Хань Ли. Тем временем Хань Ли небрежно подошел к телу мужчины в серой мантии, прежде чем подобрать сумку для хранения и изучить ее содержимое, как будто его ничто не волновало. «Действительно, это брат Хань убил этого человека», подтвердила Юй Мэнхан. Мрачное выражение появилось на лице Гоу Юньюэ, когда она услышала это. «Учитель, попытается ли Ци Сюань лично отомстить за своего внучатого племянника?» С беспокойством спросила Юй Мэнхан. Гоу Юньюэ на мгновение задумалась над вопросом, а затем покачала головой в ответ. Ци Сюань занимает очень высокое положение в секте Небесного Призрака, и у него много потомков, поэтому он, скорее всего, не покинет секту из-за смерти внучатого племянника. В крайнем случае, он только пошлет несколько учеников секты Небесного Призрака расследовать это дело. Выражение лица Юй Мэнхан слегка смягчилось, когда она услышала это. Тем не менее, мы не можем позволить себе расслабляться. Мэнхан, нам нужно немедленно отправиться в путь и убедиться, что мы вернемся в секту Холодного Пламени до того, как прибудут люди, посланные Ци Сюанем, продолжила Гоу Юньюэ мрачным голосом. Выражение лица Юй Мэнхан слегка изменилось, когда она услышала это. Судя по тому, что только что сказала Гоу Юньюэ, казалось, что она планирует взять с собой только Юй Мэнхан и никого больше. «Учитель, может и моя семья тоже пойти со мной в секту Холодного Пламени?» Все выжившие из семьи Юй повернулись к Гоу Юньюэ, услышав это, и даосский мастер Белый Камень с остальными старейшинами тоже повернулись к ней с полными надежды лицами. И если бы они могли использовать это возможностью, чтобы присоединиться к секте Холодного Пламени, даже если бы они могли быть только учениками внешнего двора, это все равно было бы намного лучше, чем быть бродячими культиваторами, особенно учитывая, что они уже нажили себе врага в лице секты Небесного Призрака. Глава 20. Приглашение. Нет. Наша секта Холодного Пламени не может просто принять кучу смертных. «Ваша семья может бежать в нацию ручья под защитой старейшин, чтобы найти там убежище на данный момент», сказала Гоу Юньюэ, покачав головой. Нация ручья располагалась к северо-востоку от процветающей нации, и на данный момент она все еще принадлежала секте Холодного Пламени. Старейшины поместья Юй были весьма разочарованы, услышав это, но они не осмелились оспорить решение Гоу Юньюэ. Выжившие из семьи Юй были очень встревожены таким поворотом событий, и все они повернулись к Юй Мэнхан с умоляющим взглядом. «Мы все будем в беде, если секта Небесного Призрака будет охотиться на нас. Ты не можешь просто бросить нас сейчас, когда тебе удалось присоединиться к секте бессмертных», в панике закричал второй молодой господин семьи Юй. «Заткнись», отругала Юй Мэнхан с суровым выражением лица. Второй молодой господин вздрогнул и не посмел больше ничего говорить.
Хотя Юй Мэнхан и демонстрировала строгость, она также была весьма обеспокоена безопасностью своей семьи и повернулась к Гоу Юньюэ, прежде чем спросить: «Учитель, действительно ли будет правильно отправить их в нацию ручья? Наверняка секте Небесного Призрака будет не очень трудно их выследить. Будь уверена, Мэнхан. Согласно правилам Царства Духовной Сферы, как только вы сможете официально стать ученицей внутреннего двора секты Холодного Пламени, секте Небесного Призрака будет запрещено нападать на вашу семью. В противном случае они совершат то, что в этом царстве считается смертным грехом. Если они посмеют охотиться на вашу семью, то, как только вы станете признанным культиватором, у вас также будет повод напасть на семью учеников секты Небесного Призрака. Они напали на поместье Юй, потому что не знали, что у вас есть знак принятия от нашей секты. Теперь, когда я официально появилась, все совсем по-другому. Самое главное сейчас — доставить вас в секту Холодного Пламени в целости и сохранности, сказала Гоу Юньюэ с серьезным выражением лица. Юй Мэнхан почувствовала облегчение, услышав это, и все остальные из семьи Юй также успокоились. «Старейшины, я рассчитываю на вас в том, что вы позаботитесь о моей семье. Как только я стану признанным культиватором в будущем, я обязательно щедро вознагражу вас», сказала Юй Мэнхан, кланяясь даосскому мастеру Белого Камня и 3 другим старейшинам. «Вы слишком добры, юная госпожа. Как старейшины поместья Юй, мы всегда пользовались очень хорошим отношением со стороны премьер-министра Юй и вас самих. Теперь, когда поместье Юй пережило такую трагическую катастрофу, наш долг — защищать вашу семью», поспешно ответили старейшины, поклявшись защищать выживших из семьи Юй. Хотя они и не могли присоединиться к секте Холодного Пламени, установление тесных связей с Юй Мэнхан, которая была на пути к тому, чтобы стать ученицей внутреннего двора секты Холодного Пламени, принесло бы им огромную пользу. Однако на лице даосского мастера Белого Камня появилось неохотное выражение, и он украдкой взглянул на Хань Ли. Хань Ли как раз рассматривал сумку для хранения в своих руках и повернулся к даосскому мастеру Белого Камня с легкой улыбкой на лице, сказав: «Товарищ даос Белый Камень, учитывая, как долго вы служили поместью Юй, будет справедливо, если вы тоже сопроводите их в этой поездке». Только тогда даосский мастер Белый Камень выдавил на своем лице улыбку и согласился с этим решением. Юй Мэнхан сделала вид, что не заметила этого обмена, и снова поклонилась старейшинам. «Я вам чрезвычайно благодарна». Таким образом, когда все было решено, выжившие из семьи Юй немедленно начали готовиться к предстоящему путешествию, собирая все сокровища и ценные предметы в поместье. Тем временем Хань Ли небрежно взял сумку для хранения в свои руки, а затем подошел к телу Циминхао, прежде чем забрать и его сумку для хранения. Что касается вещей культиваторов в черных костюмах, то он даже не потрудился их подобрать. Даосский мастер Белый Камень и остальные были в восторге, увидев это, и поспешно собрали разбросанные вещи культиваторов в черном. «Какие у вас планы на будущее, товарищ Даос Хань?» — спросила Гоу Юньюэ, подойдя к нему. «Это чистая случайность, что я вообще попал в город яркого света. Теперь, когда я нажил себе врага в лице секты Небесного Призрака, мне, естественно, придется убраться отсюда подальше», — равнодушным голосом ответил Хань Ли. «Вы не только впутались во все это, но и убили Циминхао, так что, боюсь, вам будет не так просто уйти. Учитывая силу и охват секты Небесного Призрака, я уверена, что они очень скоро узнают о вас», — сказала Гоу Юньюэ. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, когда он спросил: «Что вы пытаетесь сказать, Небесная Дева Гоу? Если вы не против этой идеи, как насчет того, чтобы присоединиться к нашей секте Холодного Пламени? Наша секта всегда приветствовала могущественных бродячих культиваторов. Учитывая, что вы смогли так легко убить тех культиваторов стадии формирования ядра, вы сами должны обладать силой стадии зарождающейся души, так что не исключено, что вы станете приглашенным старейшиной нашей секты. Для меня было бы честью рекомендовать вас лидером нашей секты», — сказала Гоу Юньюэ. Глаза Юй Мэнхан загорелись от этого предложения, и она вмешалась: «Учитель прав. Если вы сможете присоединиться к нашей секте Холодного Пламени, я уверена, что сестра Леэр тоже получит огромную пользу». Хань Ли повернулся к Лю Леэр, и на его лице появилось задумчивое выражение. Лю Леэр посмотрела на него широко раскрытыми невинными глазами, по-видимому, не понимая, что именно происходит. «Если я не ошибаюсь, ваша аура кажется довольно нестабильной, что указывает на то, что вы несете какую-то травму, товарищ Даос Хань. У меня как раз есть с собой пилюля острого взгляда, очень известное лечебное средство в царстве духовной сферы», продолжила Гоу Юньюэ многозначительным голосом. Учитывая, что здесь были убиты 2 культиватора стадии формирования ядра секты Небесного Призрака, один из которых был потомком культиватора стадии трансформации божества, была очень большая вероятность, что по пути обратно в секту Холодного Пламени их перехватят могущественные враги из секты Небесного Призрака. Хань Ли был для нее полной загадкой, но она была уверена, что он станет сильным союзником, если согласится сопровождать их. Хань Ли на мгновение задумался, поглаживая подбородок, а затем внезапно повернулся к Лю Леэр. «Что ты скажешь, Леэр?»
Ты готова пойти со мной в секту Холодного Пламени? Учитывая базу совершенствования Гоу Юньюэ, личность Люлиэр как демонической лисы, естественно, не была для нее секретом. Однако, ранее обыскав душу даосского мастера Белого Камня, Хань Ли узнал, что, хотя в царстве духовной сферы существует некоторая серьезная сегрегация между людьми и демонами, довольно часто можно увидеть некоторых могущественных культиваторов в больших сектах с демонами рядом с ними, поэтому не должно быть никаких проблем с тем, чтобы взять Люлиэр в секту Холодного Пламени. Люлиэр взглянула на Гоу Юньюэ, а затем посмотрела на Юй Мэнхан, прежде чем робким голосом ответить: «Я сделаю все, что ты скажешь». «Не волнуйся, никто не посмеет обижать тебя, пока я рядом», — успокоил Хань Ли с улыбкой, нежно поглаживая ее по голове. «Я знаю, что ты защитишь меня», — ответила Люлиэр, и на ее лице появилась широкая улыбка. «Тогда мне придется побеспокоить вас, чтобы вы порекомендовали меня вашей секте Небесная Дева Гоу. Не могли бы вы дать мне пилюлю острого взгляда сейчас?» — спросил Хань Ли, повернувшись к Гоу Юньюэ. «Конечно». Гоу Юньюэ была в восторге, и она без колебаний перевернула руку, чтобы достать белый нефритовый флакон, прежде чем передать его Хань Ли. Хань Ли принял нефритовый флакон, затем снял крышку, прежде чем слегка понюхать и кивнуть. На лице Гоу Юньюэ появилась легкая улыбка, когда она увидела это. К этому моменту выжившие из семьи Юй уже закончили паковать вещи, и помимо всех ценных предметов поместья, они также вывезли несколько конных экипажей. Даосский мастер Белый Камень и остальные тоже подошли к Хань Ли. Старший Хань, даосский мастер Белый Камень, казалось, хотел что-то сказать, но довольно нерешительно продолжал. Просто сосредоточьтесь на защите семьи Юй и не беспокойтесь ни о чем другом. Кроме того, у меня есть кое-что, что мне нужно, чтобы ты сделал для меня. Голос Хань Ли затих здесь, но его губы все еще двигались, и он сообщил что-то даосскому мастеру Белого Камня через голосовую передачу. Даосский мастер Белый Камень слегка озадачился, услышав то, что сказал Хань Ли, а затем кивнул в ответ. Тем временем Юй Мэнхан подошла к Гоу Юньюэ и сказала: «Учитель, городские ворота все заперты, поэтому мне придется побеспокоить вас, чтобы вывести их из города». Гоу Юньюэ кивнула в ответ, а затем взмахнула рукавом по воздуху, чтобы вызвать большое облако белого тумана, которое унесло всех в небо. Выжившие из семьи Юй никогда не испытывали ничего подобного, и они поспешно схватились за экипажи рядом с собой, в то время как некоторые из них вскрикнули от удивления и тревоги. Белое облако в мгновение ока вылетело из города, а затем мягко приземлилось на официальной дороге за пределами города. Мама, тетя, хотя Юй Мэнхан уже была готова к этой разлуке, она все равно была переполнена эмоциями и крепко обняла свою семью. У ее матери и других близких родственников тоже были слезы на глазах, когда они говорили Юй Мэнхан заботиться о себе. Только спустя долгое время они неохотно расстались друг с другом. Под защитой 4 старейшин выжившие из семьи Юй направились на восток и быстро исчезли в ночи. Юй Мэнхан с пустым выражением лица смотрела, как ее семья исчезает вдали, и только спустя долгое время она отвела взгляд. Дав Юй Мэнхан минутку, чтобы собраться с мыслями, Гоу Юньюэ взмахнула рукой по воздуху, чтобы вызвать белый духовный ковчег. «Нам тоже нужно отправляться в путь». Духовный ковчег был длиной около 12 метров, и у него был довольно интересный дизайн, с корпусом, напоминающим полумесяц. Его поверхность была усеяна лазурными духовными узорами, которые испускали слабые колебания духовной силы, и это явно был необычный ковчег. Хань Ли держал Люлиэр за руку, когда он ступил на духовный ковчег, и Юй Мэнхан глубоко вздохнула, прежде чем тоже последовать его примеру. Гоу Юньюэ наложила на духовный ковчег печать заклинания, и он немедленно начал светиться белым духовным светом, прежде чем подняться в воздух и улететь вдаль белой полосой света.